Путин такого не ожидал. В Индии хозяина Кремля встретили песнями и плясками, но перед этим загнали в тупик. Все расскажем. Спецоперация ГУР в Крыму под ударом, важнейший стратегический объект, минус еще один элемент российской военной мощи. Теперь главный вопрос, который тревожит Кремль: где будет нанесен следующий удар? В Киеве готовится громкий кадровый поворот в самый чувствительный для страны момент. На Банковой уже все решено, финальный выбор сделан, осталось только назвать имя. Конец войны близок как никогда ранее. Важное заявление из Вашингтона на фоне очередного раунда переговоров и оптимистичный прогноз. Досмотрите. От украинских дронов теперь не скрыться нигде. Мощные взрывы, пожары и паника в регионах. Атаки становятся чаще и больнее. Об этих и других событиях вечера пятницы 5 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем со звонкой оплеухи, которую получил верный пехотинец Путина. Дроны наведались почти в самое логово Рамзана Кадырова. В этот раз БПЛА ударил в одну из высоток комплекса Грозный-Сити, недалеко от резиденции хозяина Чечни. Взрыв серьезно повредил офисную башню, где расположены Совет безопасности региона, Счетная палата и избирком. Местные власти молчат, аэропорты Грозного и соседних Беслана и Магаса временно закрывали. Это уже не единичный прилет. За последнюю неделю по вотчине Кадырова было нанесено несколько позорных и болезненных ударов, о которых мы рассказывали в предыдущих выпусках. Новый удар по административной высотке в столице Чечни произошел сразу после того, как Кадыров угрожал Европе войной. Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович. Ждем приказа. Все закончится очень быстро. Вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться. Теперь дело за малым. Кадырову просто нужно не попасть под очередной удар дронов. Вице-президент США Джей Ди Венс неожиданно заинтриговал. В интервью NBC News он признал, переговоры о завершении войны в Украине стали постоянным разочарованием для Белого дома, но именно сейчас возник шанс сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте. Оптимистическое заявление сделал и Дональд Трамп. Мы прекращаем войны на уровне, которого еще никто не видел. Уже 8. Мы ищем возможность остановить еще одну между Россией и Украиной, если это вообще возможно. И, как мне кажется, рано или поздно мы к этому придем. Тем временем в Майами завершился очередной раунд переговоров украинской и американской делегаций. Встреча прошла за закрытыми дверями, и о ее результатах пока ничего не известно. Ночью в Краснодарском крае было горячо. Украинские дроны атаковали порт Темрюк, главный российский хаб по перевалке сжиженного газа на Азове. Оперштаб региона подтвердил, был мощный взрыв, вспыхнул пожар, персонал эвакуировали. Я же сказал, что порт. У нас тут порт есть? Да, прилетела подруга. Через Темрюк идут экспортные партии сжиженного газа и нефтепродуктов. Это один из ключевых элементов логистики российской энергетики на юге. Поражение такого объекта ударяет сразу по двум направлениям: экспортным доходам и устойчивости всей портовой инфраструктуры, на которую Кремль делает ставку после падения сухопутных маршрутов. Это уже третий серьезный удар ВСУ по портам Краснодарского края за месяц. До этого горели Новороссийск и Туапсе, нефтебазы, терминалы, суда. После ноябрьских атак Транснефть даже временно приостанавливала прокачку нефти. Накануне визита в Индию с Путиным приключилось то, от чего он отвык. Индийские журналистки задали ему несогласованный и неудобный вопрос, причем прямо в Кремле. Я ездила в Луганск, в Донецк, в Херсон, Луганск. И большинство людей действительно говорят по-русски. Они говорят на русском языке, они были очень разочарованы, что на востоке Украины Киев запретил этот язык. Но они также были шокированы.
что как Путин делает это с нами? Что вы можете сказать людям на востоке Украины? От такого вопроса Путин завис. Что бы вы им сказали? Я не понял вопроса. Затем, оправившись, инициатор войны скатился в привычный набор абсурдных аргументов. Они жили, видимо, в той части Украины, которая, в той части, скажем, той же самой Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевских властей. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под контролем, она уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости. Вашингтон временно ослабил удавку антироссийских санкций. В США продлили специальную лицензию для зарубежных АЗС «Лукойла» до конца апреля следующего года. Разрешение распространяется на «Лукойл Интернешнл» и все ее дочерние компании за пределами России. Фактически США дают больше времени на продажу этих активов. Решение стало продолжением октябрьского санкционного удара по «Лукойлу» и «Роснефти». После попадания в черный список «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы, а это не только десятки АЗС в разных странах, но и доли в европейских НПЗ. Но тут Вашингтон идет навстречу не столько россиянам, сколько заботится о стабильности рынков. Проблема в том, что эти объекты – часть критически важной инфраструктуры. Если их деятельность резко остановить, это может вызвать скачок цен и перебои поставок. Ночью в российской Сызрани снова было жарко. По сообщениям жителей, местный нефтеперерабатывающий завод был атакован и загорелся. Очевидцы писали, что после 2 часов ночи в городе прогремели взрывы, затем над заводом поднялось яркое зарево. Вон, дым видно, творится. Вот в Сызрани сюда приехал. Сызранский НПЗ – один из крупнейших топливных центров России, обеспечивающий бензином, дизелем и авиакеросином Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области. Завод имеет выход на железную дорогу и речные маршруты, что делает его важным узлом для внутренних поставок и экспорта через Волгу и Каспий. Но главное – военное значение. Предприятие снабжает топливом аэродромы и воинские части центрального и южного округов РФ. Его мощность почти 9 миллионов тонн нефти в год. Такой объект по определению не мог остаться вне внимания украинских сил. В текущем году по заводу били уже как минимум 6 раз, и это без сегодняшней атаки. Варшава получила то, чего добивалась годами. Соединенные Штаты официально пригласили Польшу на следующий саммит Большой Двадцатки в Майами. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в специальном обращении. Польша – страна, которая когда-то была за железным занавесом, а сегодня входит в 20-ку крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в G20. Ранее в этом году экономика страны превысила объем в $1 триллион и официально заняла 20-е место в мире. А вот давнего участника двадцатки, Южную Африку, на саммит не пригласят. Администрация Трампа обвиняет власти ЮАР в, цитируем, геноциде белого населения. Сама встреча G20 намечена на декабрь следующего года. Вот так выглядит настоящая охота в тылу врага. Точная, хладнокровная и методичная. Спецподразделение ГУР «Призраки» продолжает превращать оккупированный Крым в территорию постоянной тревоги для российской армии. За последние 2 недели украинские разведчики нанесли 8 ювелирных ударов по ключевой инфраструктуре оккупантов. Среди трофеев несколько РЛС, грузовой поезд российской армии, дорогостоящий БПЛА «Орион» и вишенка на этом торте – фронтовой бомбардировщик Су-24. Накануне «Призраки» отчитались об уничтожении многоцелевого истребителя 4-го поколения МиГ-29. На аэродроме Кача под Севастополем вместо самолета осталась только черная воронка. В общем, демилитаризация продолжается, но совсем не по тому плану, который когда-то озвучил Путин. В Киеве ждут громкого кадрового назначения. Нового главу офиса президента могут объявить уже сегодня. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Со дня увольнения Андрея Ермака прошла неделя, и Банковая готова закрыть главный кадровый пробел. Железняк написал, что одним из ключевых претендентов считается вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его кандидатура звучит не впервые. Молодой технократ, архитектор цифровизации госуслуг. Накануне Владимир Зеленский подтвердил
подтвердил, что провел дополнительные встречи с потенциальными кандидатами. Это означает, что финальный выбор сделан, осталось только объявить. Андрей Ермак подал в отставку на прошлой неделе после того, как следователи НАБУ пришли к нему с обысками. В Бразилии вспыхнул пожар на борту Airbus 320 авиакомпании LATAM. Лайнер уже выруливал на взлет, когда салон резко заполнило дымом, а пассажиры через иллюминаторы увидели языки пламени под крылом. 180 человек были срочно эвакуированы. Люди выбегали по трапам и надувным горкам прямо на взлетную полосу. Агрессия России против Украины заставила европейцев не только внимательно следить за техническими новинками, но и вспомнить кое-что из практики Первой мировой. В Финляндии готовится к развертыванию целого флота аэростатов-разведчиков, которые будут круглосуточно следить за намерениями России. Об этом пишет Business Insider. Речь идет о дирижаблях стартапа фирмы Kellogg. Легких, тихих и почти невидимых для радаров аппаратах длиной с городской автобус. Они поднимаются в небо за секунды, держатся в воздухе до 12 часов и не требуют пилота. Каждый такой аэростат несет до 5 килограммов оборудования, камеры и датчики, способные работать даже при минус 26. Главная фишка дирижаблей – массовость и низкая цена. Сейчас у фирмы около 20 кораблей, но уже строятся мощности для выпуска 500 аппаратов и далее до 3500 дирижаблей с учетом нужд других стран Европы. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.